Друзья, в прошлом выпуске мы изучили биографию известных людей, которые были двоечниками и хулиганами. Но не менее интересно узнать о том, какими были в школе звезды-отличники. В этом выпуске мы узнаем, кто из звезд обладал золотой медалью, а кто красным дипломом. Кого чуть не выгнали из школы, ну а кто сумел совмещать учебу и кинокарьеру. Филипп Киркоров в школьные годы был примерным учеником с отличной успеваемостью. А вот со сверстниками отношения у него были так себе. Тогда у Филиппа была возможность хорошо и красиво одеваться, что не каждый мог себе позволить. А потому одноклассники и не взлюбили будущую звезду. Также Филиппа дразнили из-за смуглого цвета кожи, называя эфиопом. А за то, что он всегда слушался учителей, прозвали маменькиным сынком. В 8 классе Филипп понял, что если будет стараться в учебе больше, то сможет окончить ее с отличием и получит золотую медаль. Что он и сделал. Золотая медаль была у него в кармане так же, как и красный диплом после окончания училища Гнесиных. Риз Уизерспун, голливудская актриса, обожала читать, поэтому и школьные учебники она читала с удовольствием, благодаря чему тоже окончила школу с отличием. Она даже поступила в Стэнфордский университет, где планировала изучать английскую литературу, но в итоге актриса учебу бросила, так как было тяжело совмещать ее со съемками. Несмотря на то, что Риз была прилежной ученицей и вообще паинькой, ее дважды чуть не выгнали из школы. В первый раз это чуть было не произошло из-за незаконного ведения бизнеса. Актриса скупала недорогие заколки, которые сама раскрашивала и украшала, а потом перепродавала в несколько раз дороже. Причем спрос был огромный, по воспоминаниям актрисы. Но как-то школьницу застукали за раскрашиванием заколок на уроке, откуда и стали появляться догадки о незаконном предпринимательстве в стенах школы. Риз так и не отчислили, но лавочку пришлось прикрыть. Второй раз актрисе просто предложили подыскать другую школу, так как рискнула высказать свое мнение учительнице английского языка касательно ее знаний. Уизерспун сказала, что эти задания не учат их думать и рассуждать, а значит они бесполезны. Это был первый и последний спор Риз с учителями, и другую школу искать она не стала. Брэд Питт, всеобщий любимчик женской половины планеты, был также любимчиком и учителей. Он прилежно учился и хорошо усваивал школьную программу, а также серьезно увлекался спортом. Ходил в бассейн, играл в гольф с командой, посещал занятия большим теннисом и баскетболом. Более того, он также успевал заниматься ораторским искусством и принимал участие в дебатах и школьных мюзиклах. Он также был стильным подростком, что позволило ему стать одним из самых популярных парней школы. После окончания школы будущий актер поступил на журфак в университет Миссури на отделение рекламы. Однако по специальности он никогда не работал, а после окончания учебы рванул в Лос-Анджелес, чтобы заняться кинокарьерой. Кстати, настоящее имя актера Уильям Брэдли Питт. Более короткая версия имени Брэд Питт была выбрана в качестве сценического имени. Ну и куда же без Ольги Бузовой. Будущую ведущую программы «Дом-2» отправили в школу в возрасте 5 лет. Причем для того, чтобы поступить в учебное заведение в первый класс, необходимо было сдать вступительные испытания. И Оля справилась с ними не хуже 6-леток. В целом Ольга была прилежной ученицей. Особенно хорошо ей давались языки. Проблемы были разве что с дисциплиной в старших классах. Тогда Оля увлекалась творчеством Бритни Спирс и хотела быть на нее похожей. Она копировала стиль известной певицы, одевалась как она. В частности, это были короткие топы с оголенным животом. Ольгу много раз заставляли возвращаться домой и переодеваться. После школы будущая звезда поступила в СПбГУ на географический факультет, который она окончила с красным дипломом. Натали Портман. В детстве Натали так любила учиться, что даже получила от своих одноклассников прозвище Ботан. Несмотря на то, что в съемках она была задействована с самого детства, в 1993 году в возрасте 13 лет она прошла кастинг на роль Матильды в фильме Люка Бессона «Леон» с Жаном Рено в главной роли, она никогда не жертвовала образованием ради участия в фильмах. Актриса также владеет несколькими языками. Помимо иврита и английского, которые являются для нее родными, она также изучала французский, немецкий, японский и арабский.
Актриса не боится, что образование может негативно сказаться на ее карьере. Сама Натали утверждает следующее: «Я лучше буду образованной, чем кинозвездой». Так, когда Портман поступила в Гарвардский университет на факультет психологии, она отменила все свои съемки, кроме съемок в фильме «Звездные войны». Натали явно не тот человек, который получал бы диплом ради галочки, поэтому она не только сдавала экзамены, но и писала научные статьи по теме психологии. В 2002 году она стала соавтором исследовательской работы под названием «Активность лобной доли мозга при объектном постоянстве». Также она стала соавтором работы вместе с ученым Яном Херли и Джонатаном Вудвардом на тему «Ферментативная выработка водорода», что дало ей возможность принять участие в научных соревнованиях Intel, где она дошла до полуфинала. Дэвид Духовный известен многим из нас по роли Фокса Малдера из сериала «Секретные материалы». Он был отличником как в своей школе, так и в университете. После школы он поступил на педагогический факультет Принстонского университета. Тогда он решил, что хотел бы стать писателем, и для того, чтобы оплачивать свое дальнейшее обучение, в перерывах между университетскими занятиями подрабатывал доставщиком продуктов и барменом. Позже он поступил в аспирантуру по английской литературе в Ельский университет, где планировал защитить диссертацию по теме «Магия и технология в современной прозе и поэзии». Тогда же, во время учебы в магистратуре, он увлекся театральными постановками, которые в результате и привели его к актерской карьере. Эмма Уотсон. Безусловно, представить кого-либо еще в роли Гермионы Грейнджер почти нереально, ведь актриса Эмма Уотсон тоже отличница, обожающая учебу, как и ее героиня. В то время, когда ее коллеги по съемочной площадке Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт были тверды в продолжении своей актерской карьеры, Эмма в интервью Newsweek в 2006 году сказала следующее: «Мне нравится играть, но существует множество других вещей, которыми я бы с удовольствием могла бы заняться». Так, спустя 3 года актриса поступила в Брауновский университет в США, где проучилась 1,5 года, изучая английскую литературу. Совмещать учебу со съемками было нелегко, и актриса даже брала перерыв в учебе, но все равно смогла завершить обучение и в 2014 году получила заветный диплом. Но если вам интересны зарубежные учебные заведения, не забывайте заходить на сайт www.smaps.ru, где вы найдете крупнейший каталог по учебным заведениям во всем мире.